Слава Украине, привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика, друзья мои. Потери российско-фашистских войск в Украине. Сегодня 20 апреля, 25 год. Ну, типа перемирия. Ну, перемирие Путин типа объявил вчера, да, но потери есть все равно. Как там ни крути, они продолжали артобстрелы, они продолжали накаты не с той интенсивностью, что раньше, но это все продолжается. Работа ФПВ дронов продолжается, чмобиков на забой шлют, это все дело продолжается, поэтому потери у них есть. Ну, плюс, как говорится, еще та часть дня, которая была до, так сказать, Господи, прости, перемирия, она тоже, как говорится, дала себя знать. И поэтому мы наблюдаем, что потери, в общем-то, все равно приличные, почти вытягивают на среднеарифметическое. Что там будет дальше, пока сказать невозможно, потому что, видите, Путин хотел перед Трампом, как говорится, занести ему на повороте что-нибудь, или Трамп ему хотел занести на повороте, там не поймешь их отношения благотворные, да. Вот. В любом случае он хотел как бы ответить на призыв Трампа. Вот смотри, я объявляю перемирие. Только не на 30 дней, а на 30 часов. Да? Смешно даже немножко. Вот наши, надо сказать, красавчики тут же сориентировались. Зеленский тут же выступил. Говорит, да, окей, только мы его хотим на 30 дней, а то и больше. Мы хотим постоянное перемирие. Что это за перемирие на 30 часов? Это что? Это кому? Кость кинул? И так далее. Интересно, что Трамп, когда Путин что-то делает не так, он замолчал, все, молчит, слова не скажет против Путина. Вы что? Против своего повелителя разве можно выступать? А вот на Зеленского гавкать будет. А вы что, если Зеленский что-то не так, или с точки зрения Трампа что-то не так, да ну что, я ему тут покажу, идти моего друга Владимира в Москве обижать нельзя. Да, итак, давайте посмотрим, до чего доконтрапупился коллективный трампопут. 950 чмобиков отправлены курсом русского военного корабля. Видите, не 1000, не 1500, как раньше, но все равно прилично. Курс русского военного корабля держит четко. Всего 941 100. Интересно, до миллиона дотянет или нет? По-моему, да. Один танк за вчерашний день, окей, хорошо, это лучше, чем ничего. Всего 10 677 и 5 бронемашин туда же, в переплавку. В утиль сырье, все к чертовой матери. Да, всего 22 271 штука. По пушкам, хлопушкам, значит, однозначно там попадание и уничтожение российской артиллерии и минометов, я имею в виду стволы. Да, 49 штук, всего 26 649. По пушкам интересно. Вчера я увидел первый раз, значит, видео очень интересное с северокорейским ураганом в составе российско-оккупационных войск. Да, так это интересно. То есть, значит, получается, что с РСЗО у них тоже очень плохо, с ракетными системами залпового огня. Если они клянчат у Ким Чен Ына 240-миллиметровые северокорейские системы. Это очень интересный момент, да? Значит, они уже клянчат не только ствольную артиллерию, но и РСЗО. Дожились, да. Перемирие, или репимирие, или хреномирие, я не знаю, как его там правильно назвать. А дроны по нам летели. Вчера было сбито 64 штуки в общей сложности. Шахеды летели прямо во время этого, так сказать, перемирия. По Херсону летит, по Сумской области летит. Короче, я не знаю. Это такое хреномирие, я его называю, да. 64 за вчерашний день, всего 33 240. А также автомототехника. Это все идет, как говорится, на ура. 112 штук за прошедшие сутки, всего 45 274. Но мы уже, как говорится, готовы к тому, что они будут атаковать массово на мотоциклах. Они это несколько раз в Донецкой области пытались сделать. Получили звездюлей, ни мотоциклов, ни чмобиков, ничего этого не осталось. Но надо, конечно, иметь в виду, что они будут вот эти вот массовые попытки с массовыми прорывами на мотоциклетках, они будут, как говорится, продолжать. Просто вследствие того, что если пехота топает по полю, действительно у нее шансов никаких, он там идет 3 км в час, его там, конечно, дронами моментально. Или на мину наступит, или еще что-нибудь. Вот. А когда, конечно, они на мотоцикле, весь этот процесс происходит гораздо быстрее. Вот. И вот на это вся надежда, что он пошлет там 90 мотоциклов, 89 убьют, один кое-как там зацепится за что-то. Но я об этом уже, в принципе, говорил. Такие расчеты. Все равно на гигантские потери они рассчитывают, но в то же время где-то за какой-то куст или там за какую-то помойку, за какой-то деревянный сортир один там зацепится и будет в этом сортире, он там и помрет. Но зато флаг в задницу
задницу воткнет российский этот Аквафреш и будет кричать, что я тут захватил, я тут победил. Победун, да. Одна единица спецтехники за вчерашний день у Кондрапуплина всего 3859 штук. Ну что, ребята, так сказать, репимирие, хреномирие вступило в силу. Сказать, что полностью бои прекращены невозможно. Интенсивность боев, да, понизилась. Но люди продолжают гибнуть с нашей стороны, к большому сожалению. И, скажем так, обстрелы идут. Обстрелы, я же говорю, по Сумской области, по Херсонской беспрерывно, в Донецкой то же самое. То есть, ребята, ухо надо держать востро, потому что вы же прекрасно знаете, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с самыми натуральными людоедами.